Там, говорит, есть Армения. Карта до 1801 года. Это регионы чего? Видите, да, читать умеете? Буква У куда попадает? Это регионы чего? Грузии. Даже Тбилиси, видите, попадает на Самхетию. Что это? Тбилиси это армянский город, что ли? Это все Грузия. Вы здесь видите Армению? Это термины. Там Кахетия, тут Карталия, здесь Самхетия, там Ахалцикский пашал, Гурия, Имеретия. И все это объединено одним словом. Грузия. Вы здесь видите Армению? А вы видите на этой карте Армению? Я вижу и вам покажу. Сомхетия – историческое название, которое в грузинской традиции использовалось для обозначения территорий с армянским населением, расположенных преимущественно в северо-восточной части Армянского Нагорья на границе с исторической областью Иберия, Восточной Грузии. Термин Сомхетия дословно переводится как Армения, а Сомехи – армянин. Это не было официальным административным делением, а отражало этнокультурные особенности регионов, где доминировали армянская культура и язык. В грузинских источниках центральной частью Сомхетии считается регион Гугар, шестая провинция Великой Армении, располагавшаяся на северо-востоке Армянского Нагорья. Одной из ключевых областей Гугарка был Лори, который стал важным культурным и политическим центром. В 979 году князь Кюрике, младший сын армянского царя Ашхота III Милостивого, основал здесь армянское царство Ташир-Дзорагет, также известное как Кюрикянское. Его столицей стала крепость Лори-Берт. После упадка царства в конце XI века Лори и значительная часть Гугарка были присоединены к грузинскому царству в 1118 году при правлении царя Давида Строителя. Несмотря на смену власти, армянское население, феодальная знать и церковная юрисдикция, включая связи с Чечмей-ад-Дином, сохранились. Именно в этот период грузинской историографии закрепляется название Сомхетия в отношении этих территорий. В XIII веке регион попал под контроль Монгольской империи, а в XIV-XV веках под контроль тюркских династий Джалайридов, Кара-Коинлу и Ак-Коинлу. С начала XVI века и до середины XVIII века эти земли входили в сферу влияния сефевидского Ирана, а затем Афшаридов и Каджаров. В 1740-х годах, воспользовавшись ослаблением Ирана, царство Котли-Кахетия под властью Ираклия II начало постепенное возвращение контроля над Лори. Этот процесс завершился к концу XVIII века. В 1801 году Восточная Грузия была аннексирована Российской империей, а в 1801-1803 годах российские войска заняли Иларийское плато, окончательно включив его в состав империи. Таким образом, Сомхетия – это этнокультурное обозначение в грузинской традиции, отражающее армянскую идентичность территории исторического Гугарка. Оно подчеркивает устойчивое присутствие армянского населения, политической автономии и духовной традиции на протяжении веков, несмотря на смену внешней власти. Если у азербайджанца фамилия Гасанов, Алиев, Мамедов, значит у него когда-то был предок Али, Гасан, Мамед и так далее. Если у армян фамилия Алексанян, фамилия Ашотян, окей, значит, у них там были Вазгены и Ашоты. Но вопрос другой. Если у них фамилия Мурадян, если у него фамилия Аллахвердян, на что получается? У армян предки, тюрки, азербайджанцы, персы. Так выходит? То есть, если у армянина фамилия Аллахвердян, он тюрок. Тогда по этой логике русский Иванов еврей, потому что имя Иван происходит от еврейского Йоханан. Русский Матвеев еврей, ведь Матвей тоже из еврейской традиции. Александров грек, потому что Александр греческое имя. Викторов римлянин, ведь Виктор латинское. А Сергеев вообще древний римлянин, потому что Сергий родовое имя патрициев Древнего Рима. Получается, ты определяешь происхождение человека не по его идентичности, культуре или языку, а просто по фамилии. Кто-то еще всерьез считает, что национальность можно определить по фамилии и имени. Тогда попробуйте по фамилии и имени определить, кто из Ханты, Манси или Ненцев, при том, что у них всегда могут быть Сидоровы, Петровы, Николаевы. И поверь, армяне народ настолько древний, что еще до других народов Кавказа начали заимствовать иранские имена. Это было не проявлением чуждости, а следствием политического и культурного влияния Ирана, общей элитной среды и династических связей. Заимствование имени – это не отказ от идентичности, а ее развитие через века диалога культур.